«Привет, Арми». Одной из песен, которую Тэхён исполнил вчера вживую, была «Self-Control» Фрэнка Оушена. Он не только сыграл ее, но и спел своим фирменным, тонким голосом. Этот выбор не остался незамеченным теми, кто следил за его выступлением, поскольку это был не первый раз, когда Тэхён использовал эту песню в значимом контексте. В своем посте от 27 сентября под названием «3 месяца в Арке» он поделился фотографиями и видео из своего пребывания в Лос-Анджелесе. Для этого поста он выбрал «Self-Control» в качестве фоновой музыки. Тэхён упоминал в прямом эфире Чингука, что они были очень счастливы там, что они чувствовали себя свободными, и что они пережили моменты, которые многие фанаты до сих пор помнят. Эти времена оставили незабываемое впечатление на фандом, особенно на тех, кто следит за Тэхёном. Поэтому возвращение Тэхёна к той же песне в его прямом эфире сделало несколько деталей запоминающимися простым, но сильным образом. У Тэхёна очень уникальный способ общения, ему не нужно объяснять каждый жест, чтобы ясно выразить свою мысль, и когда дело касается Тэкука, этот непрямой, но точный способ общения часто привлекает внимание. Хотя сейчас это может быть не очевидно, признаки их отношений продолжают проявляться безошибочно и постоянно. Многие считают их связь крепкой, глубокой и стабильной, даже вне поля зрения общественности. Подобное мнение справедливо и в отношении видео, снятого у моря и включенного в пост Тэхёна. Многим трудно представить, что человек, запечатлевший этот момент, был кем-то другим, кроме Чингука. Не потому, что есть какое-либо прямое подтверждение, а потому, что последовательность деталей, времени и того, как они делятся воспоминаниями, делает эту возможность естественной. История Тэкука всегда была отмечена знаками и моментами, которые для тех, кто следил за ними на протяжении многих лет, говорят сами за себя. Они пережили трудные ситуации и времена, когда не могли открыто говорить о своих отношениях, но это не умаляет того, что их связь остается крепкой. То, что их объединяет, кажется, крепнет со временем, даже когда они не на виду у публики. Послание простое. Тэкук все еще здесь, в своем собственном темпе. Со своим собственным способом общения и связью, которая остается крепкой, несмотря на молчание, людям просто нужно обращать внимание на знаки, которые они оставляют, не навязывая и не преувеличивая их. Иногда ответ кроется там, где они берут начало, в деталях, которыми они делятся, в том, что они показывают, не говоря об этом прямо. И в уникальном способе, которым они оба строят свою историю вдали от шума. Вчера многие из нас с нетерпением ждали прямой трансляции Тэхёна. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз появлялся подобным образом, и его возвращение сразу же очаровало. Мы также все еще скучали по Чингуку, поэтому увидеть Тэхёна вживую немного смягчило это отсутствие, как будто важная часть того, что всегда сопровождала Тэхёна и Чингука, вновь появилась, пусть даже всего на несколько минут. Появление Тэхёна и Чингука часто передает определенное чувство спокойствия. Для многих поклонников естественная динамика их отношений стала ориентиром, безопасным пространством, всегда остающимся на заднем плане. Когда Тэхён начал прямую трансляцию, эта знакомая атмосфера снова ощущалась, даже без Чингука. Тэхён упомянул, что последние несколько дней он был занят, он только что закончил съемочный день и все еще был накрашен. Несмотря на это, она выглядела расслабленной, ее присутствие перед камерой передавало ее фирменную элегантность и жизнерадостность. Она спела отрывок из песни «It's beginning to look a lot like Christmas» с естественным ритмом. Услышав ее снова после столь долгого перерыва, мы вспомнили, как сильно скучали по ее голосу, когда она была не так активна. Она также упомянула, что монтирует свой видеоблог о Гавайях, давая понять, что она занята, но все еще на связи со своими поклонниками. Ее жесты, такие как легкое, неосознанное подергивание носа, еще больше подчеркивали естественность момента. Ей не нужно было много, чтобы создать теплую атмосферу, всего за несколько минут она передала ту интимность, о которой многие мечтают. Поблагодарить ее за уделенное время было неизбежно, ведь, несмотря на свой плотный график, она решила пообщаться, немного поговорить и поделиться впечатлениями о своем дне. Позже выяснилось, что Тэхён довольно активно публиковал фотографии и видео своей поездки на Гавайи с группой УГР. Эти фотографии демонстрируют спокойную атмосферу, моменты отдыха и единения, благодаря которым он действительно чувствует себя как дома.
Его близость с Уугр всегда была для него очень важна. Это люди, которые поддерживают его безоговорочно, которые сопровождают его, ничего не ожидая взамен, и которые также разделили важные моменты с Чингуком за эти годы. Тэхён однажды сказал, что с ними все его стены рушатся. Фраза, которая отражает доверие, существующее внутри группы. Это же чувство безопасности естественным образом связано с пространством, которое Тэхён и Чингук создали вокруг себя за эти годы. Не нужно много усилий, чтобы понять, как они вписываются в тесный круг, который заставляет их чувствовать себя защищенными и умиротворенными. Видя Тэхёна таким, в окружении самых близких людей, расслабленным и делящимся маленькими моментами своей жизни, понимаешь, что он в хорошем состоянии и продолжает укреплять связь со своими поклонниками. Хотя Чингука нигде нет, эти детали позволяют сохранить то присутствие, которое многие ассоциируют с Тэкуком. Даже если он не появляется лично, их личная и общая история остается постоянным ориентиром для тех, кто следит за ними годами. Что действительно странно в этом фандоме, так это то, как легко некоторые люди проводят бессмысленные различия. Один и тот же жест, взгляд или поведение вызывают совершенно противоположные реакции в зависимости от того, кто это делает. Когда это делает Тэхён или Чингук, это как будто звенят тревожные колокола, осуждают, ставят под сомнение или интерпретируют как нечто странное, и все же, как ни странно, когда то же самое делает Чимин, все меняется, внезапно это принимается, хвалят и даже считают нормальным. Эти различия заставляют нас задуматься, наблюдают ли все одну и ту же ситуацию, или же они просто позволяют личным предпочтениям диктовать, что правильно, а что неправильно. Речь не идет о сравнении участников или разжигании соперничества внутри фандома. Важно понимать, что все они демонстрируют схожее поведение в разное время. Меняется реакция публики, которая часто зависит от того, что каждый хочет видеть. Что касается Тэкука, главное – не преувеличивать каждый шаг, основной посыл проще. Тэхён и Чингук по-прежнему присутствуют в жизни друг друга, их динамика имеет свой собственный ритм, определенный способ общения, который не нуждается во внешнем шуме. Хотя некоторые считают, что молчание или отсутствие публичных выступлений означают дистанцию, правда в том, что они продолжают оставлять небольшие, но ясные знаки, показывающие, что их связь остается крепкой. Эти детали не скандальны и не являются попыткой привлечь внимание. Они проявляются в повседневных моментах, в конкретных взглядах, спонтанных реакциях или жестах, которые узнают только те, кто следит за ними годами. Для многих поклонников Тэкука эти знаки не нуждаются в приукрашивании. Они есть, видимо, любому, кто готов наблюдать за ними без предвзятости. Этот новый знак, появившийся недавно, лишь подтверждает то, что многие уже подозревали. Тэхён и Чингук продолжают поддерживать постоянную связь. Дело не в грандиозных публичных проявлениях. Они просто продолжают делиться важными моментами, даже если большинство людей не видит их напрямую. Их способ проявления близости ненавязчив, но понятен тем, кто следил за их историей на протяжении времени. В конце концов, вывод очевиден. Нет необходимости в навязанных интерпретациях или сравнениях. Ответ кроется в деталях, которые они раскрывают, в моментах, которые кажутся простыми, но в конечном итоге раскрывают больше, чем явные заявления. Тэкук продолжает свой путь, поддерживая отношения, которые развиваются вдали от посторонних глаз, но достаточно заметны для тех, кто умеет читать то, чем они всегда делятся. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a